Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами радостью. Наконец-то закончил сборку красивого винтажного мотофонаря. Светильник, лампа, называйте как угодно. В общем, что он из себя представляет? Это мотофара от старого мотоцикла Pannonia 61 года. Pannonia очень интересный ретро-мотоцикл. Вот, я оставлю ссылочку в описании для того, чтобы вы могли узнать о нем побольше. Вот. Собственно, собрал на основе его фары вот такой вот мотосветильник. Собрать его было несложно. У меня уже была пустая фара от мотоцикла Pannonia, без стекла, без лампочек, без внутренностей. Был только ободок и спидометр. Ну что ж, я докупил все необходимые детали. Часть деталей распечатал на принтере. Вот детали штатива и подножек. Штатив, кстати, сделан из обычных трубок, купленных в Leroy Merlin. И детали пластиковые, которые скрепляют ножки штатива, я напечатал на 3D принтере. Вот такие вот детальки. Собственно, ссылочку на архив с детальками я оставлю в описании. Можете использовать. Сделайте себе такой же. Вот как это все выглядит вблизи. Обычные болтики, винтики, гаечки, алюминиевая рейка. Вот. Ну и старинный выключатель я нашел среди завалявшегося у меня барахла. Самое красивое здесь, конечно, это спидометр, старинный спидометр. Пришлось немножко восстановить его, потому что стекло было разбито. Вот. Оттереть от вековой грязи. Кстати, здесь очень интересный металлический барабан с потертыми красивыми цифрами. Пробег я не сматывал, поэтому, скорее всего, он оригинальный. Вот. Лампа полностью работает, полностью функциональна. Сейчас покажу вам, как она включается. И переключатель. Вместо стекла поставлена сетка, которая дает равномерное свечение. Лампочка тоже, обратите внимание, здесь специально. Это светодиод, но сделанный по типу лампы накаливания. Вот так вот примерно видно. Вот как светится псевдонитки, так скажем, вот эта нить, которая была в старых лампочках. Очень красиво. Сейчас выключу свет, покажу, как светит в темноте. То есть благодаря сетке плафон дает ровный засвет. Собственно, сделать было несложно. Понадобился минимум инструментов, банальное, простое знание элементарной электрики. Ну, все правильно подсоединить, скрутить. Сделать может каждый. Вот как видите, в работе уже есть еще две фары красивые. Очень цвет красивый. Вторая хромированная и вот такие деревянные стойки. Здесь немножко другой принцип сборки, о котором я расскажу в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк.